Привет, начинающий гитарист! Сегодня третий урок «Гитара с нуля». Именно с него начнется все самое интересное, так как мы начнем изучать и осваивать технику игры пальцами правой руки, благодаря чему наша гитара зазвучит по-особенному. Придаст лиричность, мелодичность, и в будущем вы сможете сыграть благодаря этой технике за несколько музыкальных инструментов разные партии одновременно на одной гитаре. И все, что нам нужно, так это узнать основные принципы игры пальцами на гитаре. Вы на канале Кимка, давайте начнем. Обозначение и порядок пальцев начинается с указательного, где указательный — это первый палец, средний — второй, безымянный — третий, мизинец — четвертый палец и большой палец так и называется — большой. Постановка правой руки не сильно отличается от постановки игры боем, только теперь мы будем извлекать звуки пальцами. То есть вот такими щипками. Расположите руку на верхней части деки так, чтобы кисть у вас не была согнутой и пальцы не скользили вдоль струн, а находились под небольшим углом примерно 45 градусов. Начнем с того, что расположим первый, второй и третий палец под первые три струны. Первый палец у нас будет отвечать за третью струну, второй за вторую и третий палец за первую струну. Теперь подавите немного на струны, почувствуйте их натяжение, попружиньте. То есть за первые три струны у нас будут отвечать первые три пальца. Что дальше? Большой палец у нас будет отвечать за оставшиеся басовые три толстые струны, за шестую, пятую и четвертую струну. Давайте пока поставим большой палец на шестую струну. Теперь смотрим, что у нас в остальной части руки. Пальцы у нас не должны быть сильно согнуты, либо прямые. Также кисть у нас не должна быть сильно согнута, либо выгнута. Расслабьте немного кисть, и она примет правильное положение. Теперь попружиньте всеми пальцами и почувствуйте струны. Попружиньте, потрогайте их. Давайте попробуем первыми тремя пальцами щипнуть струны, чтобы три струны у нас прозвучали одновременно. Просто дерните струны. После щипка нам нужно вернуть пальцы на те же самые струны. Делайте это медленно, чтобы пальцы не промахивались. Какие ошибки не следует допускать с самого начала? После щипка не стоит уводить пальцы слишком далеко от струн. Сделали щипок и отводим пальцы на минимальное расстояние от струн и возвращаем на место. Теперь переходим к большому пальцу. Попробуем поиграть поочередно шестую, пятую, четвертую, пятую и шестую струну. Вот такую вот лесенку. Во время игры у большого пальца также не должна быть большая амплитуда. И он не должен задевать соседние струны. Попрактикуйтесь так, чтобы палец привык. А сейчас попробуем поиграть первыми тремя пальцами такую же своеобразную лесенку. Первый, второй, третий, второй, первый. Обратите внимание на то, что после щипка палец не нужно ставить опять под струну, чтобы не прекратилось ее звучание. Палец как бы зависает в воздухе недалеко от струны и ждет своей очереди. Поиграйте, следите за тем, чтобы пальцы не уходили далеко от струн. И также не зажимайте кисть. Кисть также не должна двигаться влево или вправо. Она должна оставаться практически неподвижной, и работать должны только пальцы. После того, когда у вас все будет получаться без ошибок, то есть большой палец будет свободно играть по трем басовым струнам,
а первые 3 пальца по 3 первым струнам, можно будет переходить к основному упражнению. Дергаем большим пальцем 6-ю струну, а первыми 3 пальцами играем так. Да ладно, я просто прикалываюсь, но к этому вы придете совсем скоро. Так, на чем мы остановились? Дергаем 6-ю струну, а первыми 3 пальцами играем нашу лесенку. То есть получается так. Практикуйтесь медленно, следите внимательно за всеми пальцами. Далее мы немного усложним. Теперь большим пальцем мы тоже будем играть лесенку. У нас получается 2 лесенки. Теперь попробуем поиграть данный перебор в следующей последовательности аккордов. Аккорд G, E, M, C и аккорд D. В следующем уроке мы узнаем, где и какая нота находится на грифе, и почему у каждого аккорда есть главная нота, которая называется тоника. И что такое мажор, и что такое минор. А пока просто запоминаем. Первыми 3 пальцами мы также будем продолжать играть по 3 струнам, то есть нашу лесенку. А большим пальцем будем играть только по 2 струнам. О аппликатуре аккордов мы говорили в прошлом уроке. Ссылку специально оставлю в описании. Итак, аккорд G. Начинаем играть большим пальцем с главной 6-й струны, а первыми 3 пальцами также делаем нашу лесенку. Теперь играем большим пальцем 5-ю струну и также продолжаем первыми 3 пальцами играть лесенку. То есть у нас получается так. Переходим к аккорду EM. И то же самое. Большой палец играет 6-ю струну и 5-ю струну, а первые 3 пальца между ними делают лесенку. Далее аккорд C. Большим пальцем играем главную 5-ю струну, а после нее играем 6-ю струну. И аккорд D. Большим пальцем сначала играем главную 4-ю струну, а потом 5-ю струну. И теперь давайте соединим и сыграем все 4 аккорда вместе, используя наш перебор. Еще раз напоминаю о том, что необходимо играть в медленном темпе, чтобы не было некачественного звучания, дребезга струн и прочих кикс. И когда у вас уже будет получаться на автомате, можете постепенно увеличивать темп. В сегодняшнем уроке мы узнали основной принцип игры пальцами правой руки. Что это нам даст? Это позволит нам изучать более сложные, но в то же время очень интересные и мелодичные вещи, разнообразить свой аккомпанемент и придать своей игре особый стиль звучания. Но, как говорится, всему свое время. Каждый следующий новый урок основан на умении предыдущего урока, так что уделяйте урокам больше времени. Ставьте видео в нужных моментах на паузу и больше практикуйтесь. В следующем уроке мы узнаем, где и какая нота находится на грифе и почему у аккордов есть главная нота, которая называется тоника. Что такое мажор и что такое минор. И поговорим о других важных вещах. Так что, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выхода нового урока. Пока!